Это снова Илья и мой канал Антимрак. В этом видео поговорим о том, что такое одиночество. Для начала вообще нужно определиться, что человек понимает под одиночеством, ведь он может наделять это понятие негативным смыслом и применять его к своему собственному состоянию. Хотя проблема может заключаться не в одиночестве как таковом, а в том, что человек остается наедине с самим собой, и именно этот фактор становится для него невыносимым, потому как он привык действовать или бездействовать, находясь в системе ролей в отношениях с другими людьми. Это может быть какая угодно роль: мать, отец, муж, жена, работник, коллега и так далее. Сама культурная среда будто бы учит остерегаться одиночества, побуждая вступать в какую-либо систему взаимосвязи, где тебе заблаговременно отведена какая-либо роль, с которой ты по прошествии долгого времени начинаешь себя идентифицировать как часть некой системы отношений. С появлением интернета эта тема приобрела новый медийный масштаб со всей этой психологической шушерой, которая намерена подсадить тебя на зависимость от того, что называется у них проработками, что приводит лишь к дополнительной обусловленности от субъективного взгляда некоего существа, стремящегося вытянуть из тебя деньги, то есть со стороны психолога, так называемого, как будто без того, чтобы заплатить кому-либо деньги, человек не может сам осмыслить свое собственное существование. Одиночество – это плохо или хорошо? На самом деле важна не некая проблема одиночества, а то, как и почему человек сам трактует свое состояние именно так. И если он называет свое состояние одиночеством и вкладывает в это понятие негативный смысл, то важно понять, почему именно негативный, ведь состояние можно трактовать по-разному. Если он вкладывает в это понятие негативный смысл, описывая так свое состояние, то по каким критериям он определяет неодиночество? Является ли это неодиночество нахождением с кем-либо рядом, или же это просто состояние неодиночества, независимо от наличия кого-либо рядом? То есть состояние человека как таковое многокомпонентно, оно не может состоять только из чего-либо одного, ведь к тому, что ты субъективно воспринимаешь как состояние, приводит ряд причин. Я не говорю сейчас о причинах сугубо медицинских, таких как какие-нибудь болезни, где причиной являются физиологические факторы, такие как гормоны, отсутствие необходимых витаминов и другие причины. Социокультурная среда прививает зависимость от внешнего. Допустим, если вся так называемая художественная литература, фильмы сочиняются по большей части о так называемой любви, то рано или поздно человеку будет казаться, что он не может жить без этой так называемой второй половины, про которую поется в песнях и фильмах. Кстати, у меня есть целый лист про любовь и про вторую половину, ссылка ниже. Человек перестает воспринимать свое одиночество как нечто нормальное и естественное. Он начинает стремиться, чтобы его время было бы заполнено какими-то отношениями, которые для него могут быть вовсе не полезными и даже вредными. Но он вынужден вступать в эти отношения, чтобы у других окружающих его людей создалось бы впечатление, что он нормальный человек. Ведь он боится показаться не таким, как все. Он зависит от этого образа социального. Любовь как идеал, противопоставляемый одиночеству. Любовь является своего рода, понятие этой любви является своего рода идеалом, противопоставляемым одиночеству, потому как некие отношения, которые он интерпретирует как любовь, потому что в них удовлетворяются его некие потребности в этих отношениях. Допустим, лично я знаю
человека, который говорил мне лично, что он познал любовь, живя со своей вот так называемой женой. Но, как я-то вижу, там есть лишь стремление этой женщины угодить ему, потому что она боится высказать свое недовольство чем-либо. И в связи с этим она вынуждена играть роль этакой терпилы и даже находить себя в этой роли. Но на самом деле этот человек не познал любовь, а просто нашел себе человека, который никогда не скажет «нет». Согласитесь, что это очень удобно найти человека, который ни в чем тебе не перечит. Хотя меня, допустим, насторожил бы такой факт, и я бы подумал, что у такого человека какие-то проблемы с головой, да? Если он никогда не говорит «нет», а всегда лишь только соглашается со всем, что говорю и делаю я. Почему люди берут на себя роль терпил в отношениях? На самом деле такая проблема формируется в детстве, когда ребенка обесценивают его родители. Родители не признают никаких его достижений, и это формирует в нем некий комплекс неполноценности, когда он стремится кому-либо понравиться через выполнение какой-либо роли. Это может быть роль того же самого терпилы, спасителя, обиженного и так далее. Такой человек играет эту роль потому, что подспудно боится остаться один, и поэтому ему надо ощутить себя беспомощным, обиженным, либо же наоборот взять на себя главенствующую роль какого-нибудь спасителя, обеспечителя. На самом деле человек причиняет самому себе столько вреда, и это только по причине того, что боится остаться один, боится оказаться кому-то ненужным. Он тешит свое самолюбие за счет этих ролей, как будто бы роль это и есть он. Но когда он лишается связи с такими людьми, в отношениях с которыми он себя идентифицирует через какую-либо роль, в силу, допустим, той же самой смерти этих людей, либо каких-то других обстоятельств, то он впадает в отчаяние, потому что он себя полностью отождествил с этой ролью по отношению к этим людям. Неспособность оставаться одному. На самом деле, при неспособности оставаться одному взрослому человеку нужно выяснить, что является причиной такой неспособности, если это, конечно, не какая-нибудь психическая болезнь. Одиночество, если под ним понимать чувства, может быть не только тогда, когда ты один, но и когда ты среди людей, по крайней мере, так происходит у меня. То есть, одиночество как таковое не является фактором отсутствия кого-либо рядом, кроме тебя самого. Боязнь остаться наедине с собой. Бывает так, что чувство одиночества означает, опять же, не отсутствие кого-либо рядом, а то, что для человека невыносимо остаться наедине с собой. Ему постоянно нужен какой-то шум в виде рядом находящихся людей, но то, как он ощущает себя в одиночестве, это и есть он настоящий, потому что он не отождествляет себя в этот момент ни с какой ролью по отношению к другим. Но для многих людей болезненна сама идея того, что они могут находиться вне этих ролей, потому они всегда вынуждены оправдывать ее, тем самым, по сути, лишая себя свободы. Они лишают себя свободы в том смысле, что они делают себя зависимыми от других просто потому, что любая роль немыслима без отношений с другими людьми, так как просто реализуется в контексте таких отношений. Например, любящий думает о своей возлюбленной, и для него вся его жизнь построена на этом союзе, но когда оказывается, что у возлюбленной есть связь на стороне, вся картина мира любящего рушится, потому как он идентифицировал себя с этой формой отношений с данным человеком, при том, что возлюбленная может не только уйти к другому, но, допустим, и умереть, предположим, от какой-нибудь болезни, но
Человек настолько врастает в эти формы отношений, что малейшее отклонение от них тут же рушит его сложившуюся, по сути, неподвижную картину мира, при которой ты не видишь ничего в отрыве от модели своего восприятия возлюбленного. Как будто бы никто ни от кого никогда не должен уходить, никто не должен умирать, ни у кого никогда не должны меняться никакие потребности, но меняется в том числе и тот, кто ссылается на якобы свою принципиальность в отношениях, следуя принципу так называемой верности. Но дело в том, что он не воспринимает одинаково то, кому он считает, что он верен, и поэтому он может любить того человека только по причине соответствия его каким-либо качествам, не зависящим от времени. Этим качеством может быть постоянное угодничество, в котором тот, кто угождает, тоже находит свою роль, с которой он себя идентифицирует в этих отношениях. Почему чувство одиночества возникает тогда, когда человек один? Перед выпуском этого видео я провел опрос у себя на канале, в котором я задал вопрос о том, как они ощущают свое одиночество. Я предложил варианты ответов, когда я один, я могу ощущать себя одиноким среди людей, и я не ощущал чувство одиночества, и свой ответ в комментарии. И оказалось, что есть люди, которые ощущают чувство одиночества, когда они одни. Следовательно, их чувство одиночества должно было исчезнуть, если бы они были с кем-либо. Тогда вообще с этим не должно быть никаких проблем, ведь ты можешь просто выйти на улицу, и ты уже не один. То есть в данном случае, если причиной чувства одиночества действительно является отсутствие кого-либо рядом, от этого чувства можно было бы легко избавиться посредством нахождения с кем-нибудь. Но если тебе кто-либо нужен, и ты действительно считаешь, что проблема заключается в этом, то значит ты знаешь, какими критериями должен обладать тот, кого тебе не хватает. Ведь этот кто-то не может быть просто каким-то абстрактным образом. Если предположить, что причина одиночества в собственной незрелости. К формированию которой причастна социокультурная среда, то все встает на свое место. Потому что человек зрелый не может быть одиноким, так как он осознает, что он есть, и он всегда с собой. Среда же внушает ему идею о том, что он должен постоянно в ком-то нуждаться. Я говорил об этом более подробно в плейлисте про любовь, ссылка ниже под роликом. Опять же, я не говорю о том, что человек не должен нуждаться в контексте, в контакте с другими людьми, ведь потребность в общении – это здоровая потребность здорового человека. Я говорю о том, что привитая потребность быть с кем бы то ни было не должна подменять значение контакта с самим собой, который на самом деле не является изоляцией, а является необходимой базой для контакта с кем-либо другим, ведь в противном случае ты знакомишься и из нужды, которая является следствием твоей неполноценности по отношению к самому себе. Но следствие неполноценности по отношению к самому себе не может быть заменена никакими внешними отношениями, потому что в этом случае такие отношения будут служить неким суррогатом, зависимостью от кого-либо, потому что ты действуешь не из самодостаточности, а из недостатка. Дело в том, что быть зависимым от кого-либо всегда проще, потому что ты ссылаешься в этом случае на свою причастность к некой системе отношений, рефлекторно уверовав в ее универсальность, как будто бы она была, есть и будет независимо ни от чего. Но рано или поздно любая система отношений прекращает свое существование, и твоя картина мира рушится, потому что она базировалась на этой идее, что верность самому себе может быть заменена на какие-то внешние отношения. Но никто никогда не заменит тебе самого себя, и ты можешь являться для самого себя опорой. Только ты, а не какие-то отношения, которые ты идеализируешь. Ведь никто не поймет тебя лучше, чем ты сам, потому что только ты сам являешься тобой. Жены, мужья, работники, менеджеры,
Это все не более чем роли, которые не делают человека по-настоящему счастливым, потому что сама по себе роль исключает часть, так как роль подразумевает твою соотнесенность с кем-то еще, с таким же заложником своей роли, как и ты. Спасибо за внимание. До встречи в новых видео.